Ох уж эти путешествия, скажете вы. Ох уж этот Кирок опять куда-то поехал, скажете вы, да? Да, действительно куда-то поехал. И сегодня я приехал в Турин. Я сейчас нахожусь на главной площади Турина, это Пьяцца де Кастелло, и это очередной выпуск неизведанной Италии, той самой Италии, куда надо заехать, посмотреть, повтыкать. И здесь типа круто, потому что, ну, вот таких вот туристов, они, конечно же, есть, но их не так много, как в каком-нибудь там Римени. Ну, вот куда вот совсем не хочется ехать. Короче говоря, задача на сегодня достаточно простая. У нас есть несколько точек на карте, которые я хочу посмотреть, посетить, повтыкать. Возможно, зайдем в музей Египта, покушаем и поедем дальше. Сегодня краткий экскурс в Турин. Погнали! Сейчас в Турине примерно 4 градуса тепла, и это, конечно, немножко подкосило наши планы, потому что мы хотели, ну, чтобы было солнышко, но нам не повезло. Сегодня не наш день, завтра будет наш, завтра будем гулять по Ницце, но сегодня гуляем под снова серым куполом. Хотя, если честно так посмотреть, то где-то там уже проклевывается голубое небо, его почти становится видно, туман ушел. Должно быть круто. В сам замок стоит очередь, и мы, наверное, внутрь не пойдем, потому что у нас недостаточно времени, чтобы в ней постоять. Ну, как обычно, мы приезжаем к замку, и тут очередь. Короче, это воскресенье. Мы надеялись, что отсутствие платы за парковку это будет наш большой плюс сегодня, но на самом деле, походу, нет. Видимо, все туринцы и ребята, кто тут в соседних городах живет, решили заехать в Турин и походить по выставкам. Мы сначала дошли до Королевского дворца, и там очередь стоит. Потом мы такие типа, может быть, в Палаццо Мадамы зайдем, а тут еще больше очередь. Вот они типа стоят и... Блин, вход 20 евро, и типа, если мы сейчас туда зайдем, то это реально часа на 3-4, а у нас всего примерно столько времени, ну вот именно свободного на погулять, на посмотреть город и так далее. Короче говоря, Турин однозначно для посещения must-have, для того, чтобы просто зайти в эти дворцы. Кстати говоря, у меня давно есть идея походить по замкам Европы, то есть это Италия, Франция, естественно, Швейцария, где безумное количество замков, это немножко Германии, достаточно немножко Австрии. Ну, то есть все те крутые замки, которые разбросаны по Центральной Европе, я хочу посетить, ну, со временем, так сказать. Вот сейчас мы находимся около Палаццо Мадама, и вот тут стоит такая штука, просто стенд с описанием. Это прям вот я снимаю шляпу, написано на итальянском, на английском и на французском. И все продублировано, вообще все надписи продублированы. Но она так классно выглядит, как сам замок на самом деле. Жалко, что большая очередь. Ценник на самом деле вообще не смущает, потому что, как правило, оно того стоит. Мы сейчас пойдем посмотрим на кафедральный собор Сан-Джон-Баптист. О, да, идем мы такие, идем. И тут такие бах, и попали на площадь около кафедрали ди Сан-Джон-Зе-Баптист. Именно так она написана в гугле, а как оно на самом деле по-итальянски. Черт его поймешь, потому что, блин, везде по-разному почему-то написано. И я не знаю, может быть, они что-то по-разному тут, типа разные здания описывают, но нет. Короче, классика. Классика итальянского жанра. Кампанилия, собор, ну, то бишь церковь, площадь, рядом замок. Мы как раз замок обошли с другой стороны. Мы сейчас, видимо, пойдем вот на это зеленое поле, сзади которого стоит что-то похожее на высокие крепостные стены, но мне кажется, это уже что-то такое более поздних эпох постройки. Интересно выглядит. А может быть, это и крепость. Но мне кажется, она из красного кирпича. Давай проверим. Короче, мы тут немножко выяснили, что те самые ворота, им 2050 лет скоро будет. И они служили в разное время воротами города, тюрьмой. Да чем только они служили, на самом деле, там большая табличка такая. Их что-то перестраивали, достраивали вплоть до конца 18 века. Вот. Сейчас наша следующая цель – это Пьяцца Сан-Карло. Посмотрим, что она из себя представляет. А сам Турин, кстати, вот такой вот он. Historical Center of Turin. Еще один важный лайфхак для тех, кто путешествует по Италии. Ребята, у меня есть к вам отличная новость. Если вы хотите позавтракать, ну или просто перекусить, никогда не идите в Макдональдс или в прочие вот эти фастфуды. Приехать в Италию и кушать в Маке, ну это вообще не то. Вообще вот прям вот вы сами себя унижаете. А вот приехать в Италию и покушать пиццы, даже пицца to go,
Маленький кусочек, 1,5 евро. Она жирненькая, с мясом, со всякими вот этими штуками сверху. Перекусил и пошел дальше, как святой человек. Очень круто. Так и надо делать. Скажи нет Макдональдсу. Хотя в теории пицца такой же фастфуд и вредный. Мы дошли до площади Сан-Карло. Дворец, галереи, всадник на коне, памятники, куча туристов. И дух Рождества. Сегодня на дворе 29 декабря. Классно. Короче, красиво. Здесь так вот по кругу много магазинов расположено. Там всякие марки. Конечно, мне туда мне там нечего делать, мне там ничего не интересно. Мы дошли до музея кино. Сзади меня здоровая башня, на которую можно подняться. И все бы было классно, если бы не очередь. Причем тут две разных комбинации билетов. Ты можешь зайти только в музей, это очередь поменьше. И вот эта вот гигантская очередь слева от меня и типа справа на кадре. Это очередь, когда ты идешь и в музей, и на башню на подъем. Туда есть лифт, но, черт возьми, она очень медленно двигается. И я не думаю, что мы будем здесь стоять. Это, конечно, перебор. Ну что ж, как-нибудь в другой раз. Красота, релакс, спокойствие. Кстати говоря, набережная очень крутая. Мы сейчас пройдемся здесь вниз и дойдем до замка. Вот там вот есть на берегу замок. Я его отметил год назад на карте, что его надо посетить. Я, в общем-то, совсем забыл про это. А сегодня такой открываю карту, ё-моё, тут же есть замок, надо зайти. Гуляя по набережной, мы все-таки дошли до замка Валентина. Если чуть-чуть вдаться в его историю, построен он был в средние века. В 17 веке его перестроили во французском стиле. До середины 19 века он стоял и был в запустении, его потом опять подреставрировали, отреставрировали и перестроили. И вот сейчас он вообще находится в ведении архитектурного факультета Туринского университета. Здесь, кстати, даже проходят занятия. Может быть, даже практические занятия. Черт его знает. Тот самый момент, когда ты дошел до замка, а он с этой стороны, у него фасад, он белый. То есть он весь белый. Вот вообще весь. А с другой стороны, он без штукатурки и такой красный кирпич. Ну, интересно. Ну ок. Жалко, что попасть в этот замок сегодня нельзя. Последней точкой в Турине для нас будет холм на другой стороне реки. Оттуда должен открываться отличный вид. Сейчас мы туда и поедем. Можно закрыть глаза. Вообще, я бы и закрыл глаза. Так кайфово. Солнце светит. Мы тут наверху забрались на холм, с которого потрясный вид на Турин. Но на самом деле сам Турин не особо видно, потому что он немножко в дымке, тумане. Я даже не знаю, что это, в облаках низких. Зато видно, где эти облака сверху заканчиваются, и за ними начинаются Альпы. А сзади меня находится базилика де Суперга. Она не настолько круто выглядит сейчас здесь, насколько круто она выглядит с города, когда ты смотришь на этот холм и так, о, вот там что-то там такое крутое с куполом. Пару слов о Турине. Это город 4-й по размеру в Италии. После Рима, Неаполя, Милана. Вот идет, собственно, Турин. Заметка на будущее. В следующий раз, когда я поеду в Италию, это будет большая поездка. Я думаю, что это будет не меньше, чем на месяц. Я не буду брать машину, я буду между городами передвигаться на поездах. Я уже давно придумал вот эту вот схему, когда сел в поезд, например, из Милана в Неаполь, доехал, потусил 3-4 дня в Неаполе, сел в следующий поезд, поехал в следующий город. Посетить все эти города за один день, за 2 дня вообще практически нереально, то есть хочется посмотреть очень много, хочется посмотреть, все, хочется зайти в музей, хочется погулять вечером, хочется потусить. Но когда ты за рулем, во-первых, много дней в одном и том же городе стоять, с финансовой точки зрения невыгодно, потому что машина тоже стоит денег, парковка стоит денег. На машине удобно тогда, когда ты хочешь заехать в какие-то сложные места, но когда ты хочешь погулять именно в самом городе, да, лучше без транспорта. Еще один очень важный момент, на который могут напороться юные путешественники, которые там 1-й, 2-й, 3-й раз выезжают на арендованной, особенно машине в Европу, это то, что есть закрытые зоны.
То есть тот же ZTL, и их нету в Гугле. Google навигатор сквозь эти зоны строит маршрут. Ну, такой, можно напороться и на штраф, и это будет очень не круто. А нам пора ехать дальше. До скорой встречи!